Здравствуйте, уважаемые любители Таро. Здравствуйте, дорогие коллеги-тарологи. Всем привет из Вроцлава. Так, музычку потише убавим, так, чтобы не мешало. Ну что, сегодня у нас очередная лекция, очередной эфир из цикла «Смысл жизни по картам Таро». Напомню, что это цикл по старшим арканам. Там, где мы более глубоко погружаемся в их ощущения этих самых арканов. Сегодня у нас будет Луна, один из самых загадочных арканов, наверное, даже самый загадочный, потому как его суть и состоит в том, чтобы вот эти самые загадки от нас скрывать, но потихонечку вытаскивать наружу. Вот такие дела, пироги. Хорошо, ну что... Что там у нас сегодня по новостям? Добрый вечер всем. Здравствуйте, чуть-чуть пообщаемся с подписчиками. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте все, здравствуйте. Кто откуда пишет. Так, ну что. Пока по YouTube у нас все нормально. Никто никого пока не блокирует, я надеюсь. Расслабляться, конечно, рано, но если что, если вы не хотите потерять со мной связь, в описании к этому видео есть ссылочка на телеграм-канал, там я всегда на связи, там уже 1500 человек, таких постоянных зрителей, костяк такой, скажем так. А у нас, как вы сами видите, потихонечку циферка подбирается к 10 тысячам, возможно, даже сегодня этот рубеж мы с вами и перейдем, и станет нас больше, чем 10 тысяч, это очень приятно, я не рассчитывал, честно говоря, когда запускал канал, что до таких цифр доберусь. Мечтать, конечно, не вредно, но я скорее скептик, да, как ни странно это слышать от таролога, я скептик. Вот поэтому не верил, что мои изыскания по картам Таро будут интересны большому количеству людей. Почему? Потому что, как вы знаете, я не приверженец традиционного подхода, там вот давайте мы заучим какие-то значения карт, да, и по этим значениям будем работать. Это, как я называю, цыганщина. Вот. Я не спорю, что она работает, конечно. Традиционный подход достаточно распространен, но грамотные тарологи понимают, что в картах Таро есть очень глубокий философский смысл. Ну а раз там есть глубокий философский смысл, то и смысловая нагрузка вот этих хотя бы старших арканов, да, она более сложная, чем нам кажется. Поэтому просто значениями нам обойтись нельзя, нужно докапываться все-таки до истины. Карты Таро у нас, напомню, это, как я говорю, визуально-интуитивный подход к гаданию, да, то есть мы видим какую-то картинку, она отзывается у нас какой-то эмоцией, и вот эту эмоцию мы пытаемся человеку объяснить какими-то внятными словами, сопоставляя это с той ситуацией, которую нам рассказывает клиент. Вот. Разум там тоже есть, конечно, но основной подход к трактовкам карт Таро — это умение прочувствовать свои эмоции при взгляде на картинку и умение привязать вот эти эмоции к той ситуации, о которой идет речь. Поэтому, скажем так, предельно разумное отношение к картам Таро я считаю не только неправильным, но и вредным подходом, потому что если мы не будем включать интуицию, то одним разумом мы далеко не пройдем, многого не добьемся. Есть, скажем так, подходы в трактовках, когда картам Таро придаются астрологические соответствия, жестко привязываются. В частности, вот тот самый Юрий Хан, о котором я так часто упоминаю на своих лекциях, он все гадание базирует на том, что у него каждая карта имеет четкое отношение к какому-то астрологическому соответствию. И можно сказать, что он просто раскладывает астрологические соответствия по столу. Гадания там немного, там больше интеллектуальной работы. Интеллектуальная работа там на высоком уровне, конечно, вопросов нет. Но надо не забывать, что карты Таро — это все-таки гадание, это то, что отзывается у вас интуитивно. Вот, поэтому я и стараюсь своим ученикам, которые у меня в группах занимаются, практически группах,
я стараюсь им помочь прочувствовать карту Таро. В принципе, на этих вот лекциях философских мы с вами тоже пытаемся чуть поглубже окунуться, порассуждать о картах. С одной, с другой стороны, в частности, вот этот цикл «Смысл жизни» направлен у нас на попытку ощутить, что человек может сделать своей целью жизни, смыслом жизни, да, в разных школах Таро, в разных системах есть разные названия вот этого феномена, да, ощущение человеком какой-то цели. В принципе, люди привыкли это называть смысл жизни, да, какой у тебя смысл жизни, я не вижу смысла жизни, я не могу понять свой смысл жизни, не могу найти, либо я его четко ощущаю. Вот скажем так, один из маркетинговых ходов — это назвать простое, всем понятное явление каким-то своим термином и удачно его продавать. Поэтому вот все эти лучемиссии, таблицы соответствий, которые там продаются, какая-то матрица судьбы, палец срока и прочее. В общем, это велосипеды, которые изобретены заново. Смысл их сводится к тому, чтобы человек понял, куда ему идти дальше в жизни, чем ему заниматься, что и как он может поставить главной целью своей жизни. Вот поэтому смысл жизни, я считаю, что по картам тоже можно смотреть. Часто приходят люди, которые обращаются как раз с таким вопросом, чем мне заняться, что мне делать. Начинается это вполне вероятно со смены профессии, да, а потом уже человек пытается задавать себе вопросы: а кто я такой, а куда мы идем, а зачем все это надо, а где себя найти. Вот сегодня мы поговорим про карту Луна, которая у вас может выпасть в ответе на этот вопрос, допустим, в тех же самых лучах миссии, в той же самой матрице Таро, матрице судьбы, либо как-то что-то такое. В общем, что-то такое. Да? Давайте посмотрим. Так, что у нас? Я временами буду, как вы знаете, постоянные зрители знают, что я временами обращаю внимание на чатик, потому что я, так скажем, не только люблю записывать эфиры с картами Таро, я просто люблю их проводить. Мне нравится общаться с людьми, которым интересно слушать, что я там говорю. Да? Я ощущаю себя при этом умным таким вот, может быть, даже где-то местами мудрым в какие-то моменты. Вот. Шутки шутками, но с людьми я общаться люблю. Здравствуйте, Роман, привет из Израиля, из Твери, из Крыма, из Казахстана, из Москвы, из Логойска. Уже там хвалят меня, я так вижу. Хорошо, спасибо, я согласен. Добрый вечер всем, здравствуйте. Так. В общем, из разных краев нашего необъятного шарика смотрят. Отлично, это здорово. Это вселяет веру, возрождает веру в человечество. Хорошо. Привет из Казахстана. Таки когда будет гадание на день, неделю, месяц по знакам зодиака? Будет. Может быть, с той стороны, с вашей стороны экрана не очень видно, чем я занимаюсь, но на самом деле у меня работы хватает. Я продолжаю вести 2 практические группы, утреннюю и вечернюю, по 3 раза в неделю. Это занимает довольно много времени. Я прорабатываю руны. Это тоже довольно много времени занимает. И, соответственно, я слежу за ситуацией для того, чтобы запускать какой-то новый проект на канале, да. Во-первых, нужно подсобирать информацию о том, что людям надо, в какой форме это надо, и попытаться понять, как вот это все дело ввести на канал так, чтобы, во-первых, людям было интересно и действительно нужно, полезно. Тогда интерес к циклам будет сохраняться. Допустим, как ни крути, а цикл «Смысл жизни» по картам Таро, он потихонечку пошел на убыль. Люди наелись философии, им уже не так интересно стало. Если вы заметили, на эфиры приходит меньше народу. А вот на воскресные откровенные эфиры там уже по 100, 150, 170, 180 человек приходит. В общем, это все нужно учитывать, поэтому я пытаюсь проработать это как-то в какой-то такой форме, чтобы и вам полезно, и мне приятно, и чтобы все это канал как-то заставляло расти, чтобы YouTube видел, что вам нравится. Хорошо, разговорами, давайте к карте.
Солнце, виноват, Луна, да? Одна из загадочных таких карт, да? Причем, заметьте, Луну ведь как обычно рисуют? Луну рисуют просто в виде желтого кружка. Никаких лучей она, как правило, не имеет. Никаких вот сияющих таких вот отблесков она обычно не приносит. Традиционно Луну рисуют в виде простого кружка, либо вот традиционного полумесяца, да, без вот этих вот лучей. Возникает вопрос, зачем Wait и вообще зачем Второ, вот эти лучи, специально ли они нарисованы, либо не специально, мы можем только догадываться. Я могу предположить, что Солнце там тоже присутствует, но оно там, сзади. С другой стороны, его не видно. Возможно, это момент затмения. Потому как очень уже эта картинка похожа на момент затмения, когда лучи Солнца все-таки вырываются из-за Луны. Да? И плюс ко всему, одно из значений карты Луна, одним из значений является, скажем так, страх. Страх, ужас, паника, если там уже совсем в негативном ощущении. Если вы помните, в лекции, в которой я рассказывал об этой карте, об основном смысле карты, да, поищите, если вы первый раз на канале, либо первый раз смотрите эфир по этой карте и ничего больше не смотрели по Луне, поищите видео из плейлиста «Старшие арканы». Старшие арканы, Луна, 18-й старший аркан. Вот. Там я рассказываю о истории происхождения этой карты, да, о смысле, о Селене, да. Селена — это богиня Луны. В античные времена другом Селены, возлюбленным Селены одно время был Пан. Этот же самый Пан одно время, скажем так, отвечал за тот самый панический ужас. В принципе, вот та самая паника и названа в честь того самого бога Пана. Что такое бог Пан? Это животное паническое, вернее, животное ощущение. Да? Это древние боги, которые относятся скорее к языческим богам совсем еще, да, к лесным, к полузвериным таким, в общем, такое что-то полуживотное. И страх, который возникает у человека необоснованно, называется паническим страхом, да, таким животным страхом. Именно такие ощущения вызывает у человека затмение Солнца. То есть Луна, Луна, ладно, что, мы Луну будем бояться? Луну бояться мы не будем. Но чтобы передать вот это вот ощущение паники, ужаса, которое у нас может возникать, вам достаточно вспомнить вот то самое чувство, когда средь белого дня, яркого солнечного дня, внезапно становится темно, вот, Луна закрывает Солнце, и, можете себе представить, как для средневекового человека это было жутко, пугающе. Это мы-то сейчас знаем, это мы сейчас умные все со смартфонами у нас. Интернеты есть, да, и прочее, все вот это. Это, конечно, для нас все понятно и интересно, да, мы там стеклышки на зажигалках закапчиваем, чтобы смотреть там через пленку, либо через солнечные очки, это вот все интересно нам. Средневековым, тем более античным людям было не до стеклышек, им было страшно, жутко. Некоторые впадали в панику, потому что, не совсем понимали, что происходит. Вот. Можно сказать, что это прообраз такого вот природного катаклизма, бедствия, где все в панике бегут, в общем, что-то такое. Не очень, конечно, позитивное значение карты, однако я думаю, что это стоит учитывать, потому как, на самом деле, традиционно Луну рисуют в виде просто кружка, либо полумесяца. С лучами у нас солнышко обычно изображается. Это тоже стоит учесть, это вроде как добавление. В чатике пишут, что золотые лучи, капли вроде трактуются как странствующие души. Ой, они там, как только они не трактуются, и как Божья благодать, и как слезы там того, и как слезы сего, и как души в самом деле. Чего там только нет.
На карте смерть на дальнем плане похожая картинка, такие же столбы и ландшафт. Да, вполне. Вот такие же столбы. Примерный ландшафт. Тоже есть река, но как бы она туда течет. Это символика движения дальше. И вот, собственно, солнышко там тоже встает с этими самыми лучами. Это символика движения дальше. Движение в запредельные края, где страшно, где жутко, но тем не менее, хочешь не хочешь, идти надо. Так вот, Луна. Луна у нас отражает необходимый путь. Путь, который нужно пройти. Хочется, не хочется. Мы все равно должны собраться с духом, присесть на дорожку, да, как принято, и двигаться вперед, даже если страшно. Самая лучшая поговорка, наверное, к этой карте, помните, есть такая поговорка: глаза боятся, руки делают. Волков боятся в лес не ходить, да, то есть, ну, страшно, но надо двигаться, надо двигаться. В лекции я рассказывал о том, что у нас, допустим, если мы берем вот эту карту, что за сказка, там, русская народная, может вспомниться по этой карте. Как ни странно, как ни смешно, это колобок, да? С одной стороны, можно сказать, символика там, это же блин, да, блины пекут, чтобы... Ага, добро пожаловать на канал. Это же блины у нас пекут, да, чтобы вот... Нет, блины пекут на Масленицу. Блин — это символ солнца. А вот колобок, то, что скребут по сусекам, то, что собирают в дальних углах амбара под конец зимы, когда уже нет ничего, да, кушать уже нечего, вот тогда возникает ощущение того, что хочешь не хочешь, надо собираться из теплого дома, двигаться куда-то, идти дальше, потому что вся еда в доме кончилась. Нужно идти в лес, убить хоть какого-нибудь зверя, чтобы прокормиться, иначе всем кирдык. Да? Страшно, холодно, голодно, но к концу зимы уже надо принимать какие-то радикальные действия, вылазить из теплой избы и искать где-то пропитание, если вы там все съели в негативе, да? В общем, колобок — это такое путешествие мимо этих лесных зверей страшных. Каждый из этих зверей пугает колобка, да, но он, этот ловкое решительное хлебобулочное изделие, да, оно обходит все вот эти вот ловушки, препоны на пути, губит вот этого нашего искателя приключений лиса. То есть конкретный, четкий, ясный обман. Волков, собак, зайцев, тигров и медведей он не боится, этот наш отважный колобок, а вот лису он перехитрить не смог. Поэтому по этой карте у нас идет еще и обман, да? Опасайтесь обмана. По этой же карте у нас идет, если мы помним соответствия астрологические, да, что это у нас 11-й дом, который тоже говорит о каких-то дальних-предальних путешествиях, которые там чуть ли не на весь мир могут идти, да, об общественном каком-то влиянии, о молодом поколении тоже может говорить, да, потому как Уран — это новшество, это что-то новое, это умение возродить род и прочее. Вот. Связь между небом и землей пишут в чатике. Связь между небом и землей, в принципе, может быть во многих картах, да. И в той же самой звезде, и в Луне, и в страшном суде, да. То есть тут связь между небом и землей, она, в принципе, присутствует. Ну, в 11 доме может присутствовать связь между небом и землей. 11 дом — это астрологи. Астрология, как один из вариантов выбора профессии по 11 дому, опять же, по Луне, по Земле, по Луне и по Звезде, вот эти две карты отвечают за выбор профессии, помощь обществу путем складывания какой-то информации, допустим, да, сочетание какой-то информации по Звезде. Если вы помните, неделю назад мы с вами эту карту обсуждали. А вот по Луне это умение из этой информации извлечь что-то скрытое, спрятанное, таинственное. Карта Луна у нас отвечает за то, чтобы мы залезли в глубину, внутрь и вытащили что-то наружу. То, что там у нас находится, прячется вот в этом самом болоте, в этом самом тихом омуте, в котором черти водятся.
достать этого самого черта. Он, конечно, страшный, пугающий, да. Я напомню еще раз лекцию, да. Это вот тот самый Ктулху. Символика Ктулху — это хтоническое божество. Хтоническое божество — это тот, кто живет под землей, под водой, скрыт от глаз. Луна, я напомню, это символ скрытности. Символ чего-то спрятанного, потому что Луна всегда скрывает от нас свою темную сторону. Мы не можем на нее заглянуть, туда может заглянуть только Солнце. Да? Вот. Поэтому все, что связано с тайнами, тревожащими душу, с какими-то незакрытыми гештальтами, с психикой, с психологией, все может быть связано с этой картой. Пожалуйста. То есть великий древний владыка миров, спящий на дне Тихого океана, тот самый Ктулху, это коллективное бессознательное. По карте Луна очень любят работать, находить свою профессию, призвание в жизни, психологи, юнгианцы, допустим, да? Либо люди, которые работают с психологией в плане закрытия гештальтов, да? Как это назвать? Гештальтисты, да? Гештальтисты, гештальтистки. Не знаю, наверное так, да? Вот, почему? Потому что Луна — это что-то скрытое, это что-то спрятанное в психологии. Это то, что мы видим, допустим, не днем, а ночью. Луна относится ко сну. Вот то, что мы можем вытащить из этого подсознательного, из этого самого сна, вытащить наружу, рассмотреть, объяснить, чтобы это нам как-то помогло, чтобы это было нам полезным. Пожалуйста, кто у нас занимается такими делами? Всякие психологи. Люди, работающие с психикой, люди, работающие со сновидениями, да, по Луне может быть какое-нибудь осознанное сновидение, могут быть по прямой Луне. Допустим, человек, который пишет книги об осознанных сновидениях, занимается этим, либо исследует механику сна в каком-нибудь научно-исследовательском институте, да, тоже, опять же, вот по этой Луне может быть. Но, в принципе, если мы вернемся к ощущению детства, почему детство? Причем тут детство, да, Луна и детство. Ну, если вы помните, богиня Диана, которая является, опять же, одним из символов этой Луны, вернее, Луна является одним из ее атрибутов. Напомню, что ее рисуют в виде богини-охотницы, смелой и решительной, такой немножко не похожей на нормальную женщину. Нормальная женщина, она должна дома сидеть, да, там очаг семейный и прочее, прочее. А вот такая смелая и решительная женщина, она просто следует своим инстинктам, скажем так. Охотилась Диана, если вы помните, с помощью псовой охоты. Да, собачек на карте мы с вами наблюдаем, да, пусть там одна собачка не совсем прирученная, еще дикая, да, это либо дикая собака, либо шакал, либо волк. Вот. Вот. Поэтому охота, в которой изображают обычно Диану, это псовая охота, либо охота с загонщиками, то есть охота, основанная не на аккуратном, тихом и кропотливом выслеживании добычи, а на том самом паническом ужасе, который гонит добычу, которая слышит лай вот этих собак, громкие стукающие звуки. Если вы видели в интернетах, как английские лорды охотятся вот на всяких там лис, на всяких зайцев, на всяких там всяких, да, идет много загонщиков, они пугают дичь выбегает на определенное место, и там, собственно, это, тут охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет, ну и так далее. В общем, тот самый страх подсознательный дикий животный. Поэтому, в принципе, смотрите, у нас тут добавляется сразу много значений карты. Да? Если по-цыгански, тут можно и собачками заниматься по этой карте. Да? Человек может быть кинологом. Человек может заниматься охотой. Человек может заниматься животными вообще в принципе. Я уж не говорю о том, что он может быть рыбаком. Потому что ты вытаскиваешь что-то из глубины, да, и являешь всему миру.
человек может разгадывать какие-то скрытые загадки, потому что Луна — это у нас символ тайны, скрытности, да. Это может быть шантаж. Человек может заниматься шантажом. Ему это просто может быть интересно. Человеку может быть интересно просто выводить людей на чистую воду. Но более глубоко это у нас, конечно, за это отвечает карта «Страшный суд». О ней мы поговорим буквально через одну лекцию, да. Пока у нас речь идет о Луне. В Луне есть ощущение такого жутковатого страха, потому что, ну, знаете, это вот ощущение: днем ты идешь по лесу, светит солнце, нормально, страшного нет ничего. Ночью в том же самом лесу страшно, потому что ты не видишь, что там прячется в кустах, и тебе уже страшно. Это какие-нибудь фильмы ужасов. Человек может заниматься съемками фильмов ужасов. Вообще, в принципе, Луна как отражение чужого света может выступать в роли актера, актрисы, человек, да, человек может заниматься кино, человек может заниматься театром, человек, в принципе, может заниматься игрой, представлять какую-то роль, потому что Луна — это не откровенность, Луна — это игра, Луна — это обман. Луна — это свет отраженный, но не свой, искренний, да, то есть это тебе, вот ты видишь, что тебе нужно сыграть какую-то роль, потому что от тебя публика этого ждет. Ты отражаешь ожидания публики так, чтобы им было интересно. Фильм «Иллюзия обмана». Ой, я не видел этот фильм. Характеристика по Луне человека: опасливый, обманщик, боязливый. Нет, понимаете, не обязательно. Это вот все, что вы сказали, это скорее перевернутая Луна. Опасливый, боязливый, обманщик. Человек, который преодолевает это, да, вот это прямая Луна. Помните, волков боятся в лес не ходить, но люди же ходят в лес. Даже те, которые боятся волков, да, то есть преодоление страха, скажем так. Это может быть, наоборот, смелый, решительный человек, который не боится этой самой Луны и ходит вот по нужному маршруту. Понимаете, тут дело в чем? Мы можем найти еще смысл наших занятий в чем? В том, что мы прокладываем какую-то дорогу. Помните, эта песенка «Лунная дорожка сверкает серебром», да? Дорога между страшных каких-то явлений, между Сциллой и Харибдой, да, помните, из огня до в полыми. Но тем не менее, дорогу надо пройти, поэтому человек собирается с духом, идет, прокладывает какой-то маршрут, прокладывает дорогу. Это может быть первопроходец. Если у нас по звезде, если вы помните, я говорил о том, что человек может карты рисовать, да, человек может передавать другим людям информацию о тех местах, где он был, да, сообщать, правильно либо неправильно вы движетесь. В общем, как вот эти вот приложения для того, чтобы определять свое место расположения. GPS, геолокация. Добро пожаловать на канал. Добро пожаловать. Вот. Вот по Луне я бы сказал, что это скорее первопроходцы могут быть. Звезда, она имеет отношение к путешествиям, но Луна еще более конкретно указывает на путешествие, потому что дорога есть, как это, дорога дальняя. Это дорога туда, куда страшно идти. Ты там либо не был еще ни разу, либо знаешь, что там тебя ждут опасности. Само собой, если ты не очень умный человек, тогда ты как вот ребенок, не знающий о том, что у тебя там ждут опасности, можешь смело идти вперед, презревая эти опасности. Помните, как в мультике? Да? Нельзя туда идти, там тебя ждут страшные опасности, да? Ну как же туда не идти? Они же меня ждут, эти опасности, да? Или как те, что там ждало этого котенка? В общем, идти надо вперед. Дорога есть, идти надо. Не факт, что это дорога спокойная. Но человек, который преодолевает страх и, напомню, заботится о других людях. Карты у нас плавненько перетекают одна в другую всегда.
11-й дом — это дом очень альтруистичный, дом заботы о людях, дом предоставления другим людям информации, распространения информации, скрытой часто, да, таинственной, загадочной, но дающей пользу людям. Если вы помните, богиня Диана, она неприятностью ждут. Да, вот те самые неприятности. Ну как же так? Они же ждут, да, нужно же. Вот как-то так. Выпадает луна, жди трэша? Нет, почему? Если перевернутая луна выпадает, значит ситуация будет пугающей. Но не факт, что опасной. Знаете, есть такие собаки, они лают, но укусить боятся. Вот это может быть прямая луна, да, вас что-то предупреждает. Опять же, если говорить о психике, о психологии, хорошо заниматься по этой карте человеку психологией. Психикой, обращать внимание на психику, на свои психические реакции, на свои скрытые мотивы действий, да. Сон, кстати, вот там спрашивают про анестезиолога. Может быть. Очень похоже на работу анестезиолога, где у человека сохраняются вроде бы животные рефлексы, да, то есть организм существует, но в спящем состоянии. У нас, если мы видим, Луна тут изображена как? Не просто как вот Луна, а с закрытыми глазами, да, то есть что-то спящее. Спящее внутри мысль, подсознание. Анестезиолог, да, может быть. Окей. Причем он должен, смотрите, насколько я знаком с работой анестезиолога, знаком я так совсем чуть-чуть, это довольно сложная работа, где нужно очень точно, очень тонко рассчитать массу тела человека и реакцию организма на анестезию, да, ну и четко следить за рефлексами человека. А собачки у нас это как раз и есть эти самые рефлексы, да? Вот. Плюс точно рассчитать дозу, ни больше, ни меньше. Это та самая золотая середина, тот самый срединный путь, о котором речь идет, да. Поэтому, да, анестезиолог вполне себе такое подходящее занятие для этой карты. Как человек, который занимается гипнозом, допустим. Да, это введение человека в сонливое состояние, чтобы аккуратненько ему вот так вот внести какую-то там мысль, либо вынести из него эту мысль, чтобы он вам рассказал. Вот, кстати, еще один фильм можно добавить в копилочку к этой карте. Если вы помните, да, я люблю делиться образами в кино. Тут и маленький Будда, и унесенная призраками я постоянно вот это имя, как-то мне затык на этом имени. Хаяо Миядзаки. С фамилией нормально, Миядзаки и Миядзаки. А вот Хаяо у меня что-то как-то там не артикулируется. Извините. Вот сюда еще можно добавить еще и... Помните фильм такой, если я правильно помню, фильм Кристен Нолан. Кто вспомнит, кто скажет. Там со снами связанное такое очень, очень крутое кино. Интересное, многослойное такое кино. Кто там может в чатике вспомнить кино, связанное со снами. А относительно свежее кино, да, то есть где-то, лет ему 10, наверное, может быть, чуть-чуть больше. Начало. В точку. Да, в яблочко. Начало. Вот, отличное кино, хорошие актеры, сюжет великолепный, показано все очень здорово, и как раз вот это ощущение страха и погружение все глубже. А хирург может быть? Ведь кто знает лучше внутренний мир человека? Ага. Хирург у нас идет, знаете где? Хирург у нас идет скорее по... Раз уж вскрывать человека, да, скальпелем, то это скорее страшный суд. Потому что мы достаем изнутри то, что лишнее, да, выбрасываем и избавляемся от этого. Хирург может быть по смерти. Хирург, который, знаете, этот... Как же это? Который удаляет лишнее что-то, вырезает. И избавляется от того, что уже не работает, да, это по смерти. Хирург, который там зашивает, хирург, который вскрывает, это скорее страшный суд. Вот. Надо сказать, что
Врачи у нас больше идут по отшельнику, конечно, человек, который хорошо знает, что он делает. Ну и как противоположность у нас идет вот тот самый страшный суд. Если вы помните, страшный суд, ангел, который выступает в роли главного действующего лица на этой карте, это Азраил, ангел, приносящий облегчение, врачеватель, ангел-врачеватель, да, вот. Патологоанатом? Нет, нет. Патологоанатом вряд ли. Луна это все-таки живое и движимое существо, поэтому это скорее врачи, которые относятся к психике, к психологии, к подсознательному, к глубинному такому, к снам, вот к этому всему. Гипнолог, да, я вот там уже ответил. Какой будет совет по перевернутой луне? Выходить из страха и двигаться вперед, но осторожно. По перевернутой луне стоит обратить внимание на то, что возможно у вас не получится сделать то, что вы рассчитываете, из-за того, что страх вам все-таки помешает. Да, знаете, как если вам нужно аккуратно написать красивым почерком свое имя, но при этом вы сильно волнуетесь, у вас все равно ничего не волнуется, потому что у вас руки трясутся, да, это подсознательные вот эти вот рефлексы, просто у вас может не выйти. Вот. Осторожность по луне всегда идет прямая, перевернутая это паника, панический страх. По совету, совет по перевернутой карте, нужно учесть, что вы можете впасть в панику, у вас может ничего не выйти. Да? Вы можете сбиться с дороги, дорога может быть неверная, дорога может быть навеяна вам каким-то страхом. Есть такое слово, как подсветить. Мне кажется, Луна как раз подсвечивает события, на что обратить внимание, что то, что не видел, не обращал внимания или забыл. Поэтому там лучи есть. Ну, возможно, может быть. А может быть, это намек на астрологию, где есть вот те самые углы, те самые лучи, 12 домов. Тут же у нас сколько лучей? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, много лучей, да, вряд ли это 12 вряд ли будет. Но, тем не менее. О, смотрите, что у нас там по зрителям, по зрителям. Еще два человека и будет 10 тысяч у нас. Возможно, сегодня даже мы рубеж перейдем в 10 тысяч. То, что там вот на экране 10 тысяч подписано, это округляет чуть-чуть программка, поэтому еще 2 человека. Вот, и будет у нас 10 тысяч. Возможно, даже в прямом эфире. Вот. Так, вернемся, да? Ну, по поводу здоровья, это все-таки движение жидкости. Это эмоциональное поведение, это игра. Если мы касаемся творчества, это творчество может быть, особенно кино. Особенно кино. Театр, кино, то есть когда человек играет роль, на него светит прожектором, да, он начинает играть какую-то роль. В общем, вот как-то так. Кнопку подарят от YouTube? Нет, ну вы что? Кнопку дарят, по-моему, на 100 тысячах, на 500 и на миллионе, если я не ошибаюсь. Ошибаюсь, наверное. По-моему, на 100 и на миллионе. До 100 тысяч нам еще пилить и пилить. Вы что? Вот. Я говорил о защите детей, если вы помните, да? Почему? Потому что Диана является покровительницей детей. Еще и. Кроме того, что она охотница, она занимается еще и защитой детей, защитой молодого поколения, которому нужна опека. Идет символика вот того самого пугливого, трусливого оленя, либо единорога, который является символом невинности. То есть, детства, молодежи и прочего. Во многих мифах Артемида или Артемида, Диана, да, вот та самая богиня охоты, она является еще и предводительницей дикой охоты, если вы помните, да, что такое дикая охота? Это люди, которые скачут, похищают, да, то есть то самое страшное явление, которым пугают детей, набеги кочевников и прочее. В общем, что-то такое, что может украсть ребенка, скажем так. Поэтому по очень многим мифам вот это вот дикая охота, которая крадет детей, цыгане, да, которые проезжали табором, украли ребенка,
Вот что-то в этом роде. Было верование, что эта богиня Диана похитила ребенка, она о нем позаботится, все будет нормально, все хорошо, не волнуйся, не переживай, да, она там с богами, с богинями, в общем, этот ребеночек. Такая себе тематика, но это один из, скажем так, один из слоев этой самой богини. В основном Луна говорит о том, что детей нужно держать в страхе. Потому что дети, они наивные, они еще не сталкивались в жизни с чем-то пугающим таким совсем, да, не видели смерти, возможно, не видели реальной опасности, поэтому, знаете, маленькие дети, да, что, разума нет, выходят за калитку, грубо говоря, и в лес побежала, да. Вот их пугали дикой охотой, тематика страха есть. Карте, само собой, то есть детей нужно пугать, чтобы они не вбегали на проезжую часть, чтобы они не попадали в опасную ситуацию, чтобы соблюдали осторожность. Няня по этой карте тоже может быть. Если вы помните, в 8 доме в смерти, да, у нас Скорпионы очень хорошие няни. Но если брать не столько астрологические соответствия, сколько мифологические по карте, да, то няня идет и по этой карте. Няня нужна зачем? Чтобы присмотреть за ребенком. А присмотреть, что значит присмотреть? Чтобы ребенок не убился, не убежал никуда. Вот, то есть основная функция няни — это запрещать ребенку делать что-то непозволительное. Пугать и ругаться, короче, наказывать иногда. Вот такие дела, пироги. Поэтому можно заниматься детьми по этой карте, работать в детском саду. Работать охранником, кстати, можно, да, потому что охранник, вот та самая собака, да, которая нас охраняет от каких-то хищников, от каких-то опасностей ночью, которая лает, когда чувствует, что там в кустах кто-то прячется, да. В общем, человек, как я много раз говорил на лекциях, он делегирует свой страх собаке. Собака боится за человека. Поэтому мало того, что по этой карте можно быть каким-нибудь кинологом, можно заниматься там охраной чего-нибудь в каком-нибудь там частном предприятии, допустим, охранном. Вот. Может быть, охрана границ. Охрана маршрутов. Могут быть эти самые, как их... люди, которые деньги... инкассаторы, да, они все время на стороже, у них все время дорога, они в разъездах, они возят деньги туда-сюда, тоже может быть. В общем, по этой карте много значений, может быть, но все они связаны в основном с чувством аккуратности, осторожности, страха, какой-то дороги и интуиции. Вот, психика, психология, это, ну, опять же, если вы, допустим, коуч, это тема, конечно, больше солнечная. Но у нас следующая карта как раз Солнце, да, помните, я вам говорил, что вот она няня, а где же у нас ребенок? Мы не видим ребенка на карте. Ребенок, вот он рядышком, в соседней карте. Вот. Тот же самый коуч. Тематика заботы у нас в карте Солнце. А тематика пути, по которому нужно пройти по точкам, да, по целевым точкам, как коучи учат. Вот, пожалуйста, тык-тык-тык по вот этой дорожке пройти. Поэтому коучем тоже можно начинать пробовать двигаться по этой карте. Так, что еще там дальше? Пахабов говорил на лекции, Луна — это карта потокового состояния. А Пахабов, что ли, картами заниматься, да? Я уже много лет о нем не слышал, не отслеживал его деятельность, чем он там занимается, сейчас интересно. Пахабов для меня интересный товарищ, я обратил на него внимание давно, больше 10 лет назад, помните, только вот еще тогда я смотрел эти, как битва экстрасенсов, да? Ну, там, где он сверкнул, где он выиграл. Вот. Там интересен не только и не столько Пахабов, сколько Моносов, да, учитель его. Вот. Но Моносов личность не особо публичная, особо не вылазит, я так понял, на свет. Вот он как тот самый Ктулху и сидит. А Пахабов — это такой скорее вот... Пахабов и Моносов мне очень похожи на Луну и Солнце, кстати говоря. Вот он, Пахабов, скачет на конике, да, делает, что ему нравится,
купается в лучах славы, а Моносов ему в этом помогает, да? Ну, те, кто знает Моносова и Пахабова, я думаю, вы в курсе, уловили юмор ситуации. Вот. Луна — это карта потокового состояния. Луна — это карта дороги, которую вы поймали, и вы по ней идете. Да, может быть карта потокового состояния, того самого интуитивного, животного, рефлексивного. Да? Мы не видим дорогу, по которой мы идем, но собака видит. Она видит невидимое, она чует след. Она чует вот то, что человек не видит глазами. Да, вполне может быть. Почему бы нет? Роман, при проживании арканов можно 0 сначала пойти, а можно и в 22 в обратную. В чем разница при проживании Луны будет? Ну, во-первых, смотрите, в чем разница, раз уж так глубоко берем, да? Это вы такой вопрос затронули масштабный. Дело в том, что проживать арканы от 0 до 22, да, как положено по часовой стрелке, это идеология Уэйта. Идеология общепринятая для всех. Можно сказать, христианская, да, если привязывать христианство сюда еще. Это тема человека, который рождается полноценным дураком, да, потихонечку осознает себя, знакомится со своим подсознанием, прочее. Бла-бла-бла. В общем, вся эта история, весь этот путь героя, путешествие героя. Почитайте Бансхофа, если вы не понимаете, о чем речь. Почитайте Бансхофа «Путешествие героя» или «Таро», что там такое. Я уж не помню, как книга называется. Вот. И доходит до единения с миром, сливается, собственно, смиряется, сливается с этим миром, познает Бога во всем его великолепии. А тематика от 22 до 1 идти, да, чтобы, ну, не до нулевого, до 1, чтобы стать магом, это у нас тематика этого божечки, как его, я постоянно забываю имена, фамилии, постоянные зрители помнят это. Кроули, Артур Кроули. Алистер виноват, Алистер, ну, видите, да, у меня с именами все очень сложно. Алистер Кроули. Это тематика книги Таро Тота, это тематика колоды Таро Тота. От 22 к 1. Оторваться от Бога и обрести самостоятельность в том, чтобы быть равным Богу. Несколько самонадеянно, и я думаю, что все-таки обречено на провал, хотя на этом основана цельная религия, которая называется Телема, по-разному называют, которую тот самый Алистер Кроули и придумал. Но надо сказать, что он называл себя магом, был является родоначальником, скажем так, отцом-основателем современного сатанизма, да, и прочее. В общем, такая личность спорная. Колода интересная, но личность спорная. Я не являюсь его фанатом, поэтому, если вы хотите совета, я вам советую двигаться по тематике движения по часовой стрелке, как все нормальные люди, развиваться как-то в понимании того, что мир огромен, и чем лучше мы его познаем, тем ближе мы приобщимся к общему видению мира и пониманию себя в какой-то роли в этом мире. Слышал, что с помощью Луны чакру Аджану раскрывают. Аджна чакра. Я не специалист по чакрам, поэтому вот чего-чего, а по этой теме я вам вряд ли что смогу сказать внятное. Одному ювелиру достался большой дорогой алмаз, который надо было расколоть. Так вот, он позвал подмастерья, и он выполнил задачу, так как не знает ценности камня и не боялся. Да, я слышал эту историю, знаете, когда я работал ювелиром, вы не поверите. Да, в самом деле, если ты не знаешь ценности, у тебя нет этого знания, оно тебе не мешает, да? Ты просто по подсознанию работаешь нормально, спокойно, делаешь свою работу. Но вот когда много лишнего света, много лишнего солнца, да, когда слишком много разума входит в твою работу, которую надо делать мастерски, вот там, да, могут быть проблемы. Кнопку от 100. А кто станет 10-тысячным? Будет видно? Нет, не будет видно. Нет, вряд ли.
Сколько там у нас? 98. Ну, так и замерло пока. Я думаю, после эфира у нас выяснится, сколько народу. Добрый вечер, Пятигорск. Пятигорску тоже привет. Так. В общем, ответ в любой сфере как итог на вопрос, результат по перевернутой Луне будет однозначно отрицательный. Ну, как вам сказать, я считаю, что прямые карты, они дают скорее положительные ответы на вопросы. Они, во-первых, давайте вернемся, давайте начнем с того, что однозначно положительного и однозначно отрицательного ответа карты не дают. Карты не говорят вам о том, что будет. Карты говорят вам о том, что может быть. Если вы не будете учитывать советы карт, то у вас может произойти какая-то ерунда. Фигня какая-то нехорошая. По Луне вы можете сбиться с пути. Вы можете испугаться, вы можете запаниковать, впасть в это самое состояние измененного сознания. Да, разум может помутиться. Это по перевернутой Луне, вы можете просто не прислушаться к своему успокаивающему подсознанию, да, и можете как бы действовать неаккуратно, неосторожно, неразумно. По прямой Луне нужно действовать аккуратно, осторожно, разумно, отталкиваясь от каких-то интуитивных ощущений, двигаться вперед по намеченному пути, даже если страшно, все равно нужно двигаться. Вот основные советы. То есть и так карта говорит вам о том, что вам придется столкнуться с тем, что вы видите на карте. Только от вас зависит, прямая эта карта, либо перевернутая. Как вы будете реагировать? Будете впадать в панику, либо будете пытаться сохранить спокойствие и прислушаться к своему подсознанию. Так. Страховщик. Страховщик, да, кстати, тоже может быть значение по этой карте. Башня у нас больше похожа на внезапный несчастный случай, да? Страховщики все-таки ближе к башне. Луна, она говорит вообще, в принципе, опасениях. Там не то чтобы несчастный случай, не то чтобы страх, это в принципе, когда вы чувствуете, что что-то может пойти не так. Что еще может быть? Вот связано с дорогой, могут быть, кстати, службы спасения. Потому что по 11-му дому у нас люди занимаются другими людьми. Это может быть помощь людям, которые попали в сложную ситуацию, да, заблудились, и их нужно найти. Вот. Это помощь в работе для путешественников, в принципе, да. Вот. Все, что связано с дорогой, может туда быть. Все, что связано с собаками, может быть. Возможно, даже с какими-то как это называется, когда люди занимаются рыбками в аквариумах. С аквариумистикой, может быть. Даже с этим может быть, да? Почему? Потому что что делает аквариум? Аквариум нам показывает рыбку, да, которая плавает и тихими спокойными движениями нас успокаивает, убаюкивает, как бы гипнотизирует. Зачем люди занимаются аквариумами? Чтобы сидеть на них, смотреть и расслабляться, да, убирать лишние мысли, убирать разум на место, да, включать свои какие-то подсознательные мотивы, вот, успокаивающие, плавные движения, гипноз, вот тот же самый, пожалуйста, аквариум, этим можно. Искусство в принципе. Потому что такое искусство? Луна — это искусственный свет, это не настоящий, это свет отраженный. Поэтому все, что связано с произведениями искусства, да, все, что связано с рукотворным каким-то творчеством, да, человек создает, чтобы повлиять на эмоции другого человека. Любая эмоциональная работа может быть связана с Луной. Детские сады, то же самое, как я уже сказал. Ну, детский сад, скорее, все-таки ближе к 19-й карте. Там безопасное ощущение. Но, тем не менее, карты переходят плавненько одна в другую. Так, а есть такое значение, что вскроется какая-то тайна по Луне, или это только высшие жрицы? Смотрите, дело в том, что карты Таро это не есть что-то конкретное. Как я уже сказал, карта не даст вам четкого, понятного ответа. Карта Таро даст вам визуально интуитивный ответ, да? Вызовет у вас какое-то ощущение.
уже это ощущение вы должны интерпретировать. Высшие жрицы — это что-то специально спрятанное, что-то скрываемое сознательно, да, в этом самом, в подсознании, потому что вы понимаете, что вот это правильно, а это неправильно, это черное, это белое. Луна тут тоже присутствует, конечно, но как один из смыслов. По Луне, как по карте, у нас идет, в принципе, ощущение страха. Вот, ну, в негативе. В позитиве опасений. Тут спрятать могут не потому, что правильно, либо неправильно. Оно есть так, просто потому, что оно есть так. Тут столбы, эти вот башни, они не черные и белые, да? Не радикально такие вот противоположные. Они у всех есть. Они одинаково действуют на всех. Прилив одинаково действует на всех. Эмоциональное ощущение одинаково действует на всех. Почему? Потому что у нас тут 11-й дом. 11-й дом — это дом общественный. Вот те самые волны, да, водолея, да, это информация равноценная для каждого человека, охватывающая все сферы. Это если какие-то моральные нормы, моральные законы, то основанные на эмоциях по Луне. Да, что все должны пройти вот через это испытание, все должны прикоснуться к страху, либо к какой-то тайне, просто потому что если ты не боишься ничего, то как бы, ну, у тебя нет интереса ни к чему в таком случае. Потому что ты не хочешь избегнуть того, чего ты боишься, и в эту-то дорогу идут. Почему? Не для того, чтобы бояться, а потому что боятся, что оставшись на одном месте, у тебя ничего не выйдет. Как это? Глаза боятся, руки делают. Страшно, страшно, но нужно двигаться вперед. Это преодоление страха. Это карта преодоления страха. Вот. Зависимость — это повешенный. В чатике пишут. Кстати, вот алкоголизм и зависимость по этой карте тоже может быть. Вполне. Это не знаю. Понимаете, почему-то существует мнение, что какие-то глобальные такие вещи привязываются только к одной карте. Да ничего подобного. Карты Таро очень глубокие образы, и та же самая зависимость у нас может быть как в повешенном, если человек добровольно вкладывает себя в эту зависимость, да, сам себя привязывает, потому что тематика карты — это добровольное пожертвование, да. Это может быть и temperance, да, умеренность. В перевернутом положении человек может как-то, ну, излишне избегать или излишне вкладывать много алкоголя, да, то есть неумеренность может быть. Это может быть дьявол, как привязанность нас к каким-то физическим привычкам, физическая зависимость от алкоголя, от наркотика, от того, что нам дает сам вот этот Люцифер, да, от ощущений другого мира. И по Луне у нас может быть привязанность, да, если человек хочет окунуться по перевернутой карте в какой-то другой мир, в потусторонний, вот то самое полузабытье, в котором находятся наркоманы, да, которые укололись этой самой всякими там штуками, да, вот они находятся в бессознательном состоянии, у них сознание уходит назад, уходит в какую-то в глубину, они пребывают в каком-то волшебном мире, в каком-то полусне, либо вообще во сне. Поэтому и по этой карте может быть привязанность. Привязанность, привычка, пагубная привычка тоже. То есть не факт, что вот такое глобальное ощущение, как привязанность, как привычка, как зависимость у нас только на одну карту ложится, на многие карты. Зависимость — это не только повешенный. Вот, да, там правильно пишут, и по дьяволу проходит, и прочее, прочее. Общаясь с человеком, можно на интуитивном уровне определить его архетип? Ну, вообще, да, как бы можно. Но это нужно хорошо, плотно с человеком пообщаться, чтобы он открылся вам, чтобы он был искренним, чтобы вы видели, что он действительно показывает вам то, что надо. То, что вам нужно для определения его архетипа. Луна — это запой. Луна — это эмоциональная ситуация, которая может привести человека к запою. Смотрите, у нас одно из основных животных, да, на этой карте, это, конечно, вот тот самый рак.
если вы знаете, что делает рак, да, он в случае какой-то опасности, сложности, он бьет хвостом и резко бросается назад. То есть, в общем, это символика страха, пугливости, это символика ситуации, где человек боится трудностей и уходит назад в привычное, уютное для него какое-то ощущение. В то же самое ощущение запоя, да. Когда человек не хочет жить в реальном мире, да, по солнцу, а живет в каком-то иллюзорном, в неправильном свете, да, в отраженном, сам себе представляет что-то, что вот я в любой момент отказаться могу и прочее, прочее. Может быть, карта запоя. У Банского очень плоские трактовки, на мой взгляд, точнее мало раскрытые, не то, что у вас роман. Да ладно, сравнивайте. Бансков это общепризнанный, да, общепризнанный как-то деятель таролог, у него там опыта выше крыши было, так что, ну, каждый может погрузиться глубже в эти карты, но не каждый может собрать это в систему и как-то сделать из этого книгу, допустим. Вот я могу курс лекций собрать, это я могу. Там, равняться с Бансхофом мы разные дела делаем, скажем так. Йога подходит? Медитация. Физкультура, в принципе, по этой карте, потому как это карта физического влияния очень. Да, может быть, но я бы сказал, вот по медитации ближе. Срединное значение может быть, срединный путь, медитация, понимание того, что оно вот так вот оно, как есть, так и есть. Что мне там все время кто-то что-то пишет. Ага. Вот. Вполне может быть, да. Вот та самая медитация. Это срединный путь, правильный, аккуратный, осторожный. Не нашим, не вашим, ни вправо, ни влево, ни консерваторы, ни либералы. Центристы, да, и нашим, и вашим, и то, и то. Если вы помните историю Сиддхартхи Гаутамы, да, то он сначала 25 лет он жил у отца Махараджи, как сыр в масле, катался, да, только в 20 с лишним лет узнал, что вообще есть болезни и смерть в мире. После этого ушел к аскетам, вот, и провел там 7 лет своей жизни, истощая свое тело в медитациях, в тех самых, а потом понял, что ой, что-то я психанул, да, что-то так, крайности-то зачем крайности, и как бы обрел просветление, да, познал, что как бы вот нужно здесь и сейчас наслаждаться жизнью без всяких там крайностей. Хочется тебе там кушать, иди покушай, хочется поспать, иди поспи, делай то, что должно, да? Вот, ни больше, ни меньше, то, что нужно. Вот Луна, она об этом и говорит. Собака — это разумное существо, ну, относительно, да, одомашненное. А шакал, волк — это дикое. И ты должен улавливать, что Луна — это у нас наши животные инстинкты и рефлексы, которые основаны в первую очередь на эмоциях, на эмоциональном воздействии. Но свет-то там тоже присутствует, свет солнца тоже присутствует в этой карте, поэтому у нас идет разумное управление своим подсознательным потоком. Настолько, насколько это возможно. Вот. Само собой, что это очень сложно. Если вы пробовали хотя бы раз погрузиться в какое-то осознанное сновидение, да, вы прекрасно понимаете, что это такое, что за ощущение, что это очень сложно на самом-то деле. Это нелегко. Поймать ощущение того, что ты спишь сознательно, это сложно. Это только методом тренировок, долгих. Там есть люди, они целый год пытаются, и у них только через год начинает там получаться одно осознанное сновидение в месяц, допустим. А есть люди, те, кто очень быстро это ловят, да, и погружаются в эту тематику очень хорошо. Зачем, кстати, осознанное сновидение очень часто используется для того, чтобы преодолеть страх. Некоторым спортсменам, кстати, вот это рекомендуют психологи, которые с ними работают, им советуют тренироваться во сне, да, если ты понимаешь, что осознанное сновидение — это сон, то ты можешь в этом самом сне
создавать себе ту обстановку, которая тебе нравится. Помните вот этот самый фильм, о котором мы уже сегодня говорили, Нолана, да? «Начало». Там, где люди создавали мир усилием воли. Вот в осознанном сновидении как раз так и происходит. Четкое ощущение реальности, ты чувствуешь себя, ты видишь ситуацию, ты эту ситуацию можешь менять как угодно. Вот. Зачем это создается? Для того, чтобы человек потренировал, ну, он может потренироваться. Например, если у вас есть страх публики, да, страх публичных выступлений, вы можете представить себе, что вы находитесь в театре, на сцене, перед вами зрительный зал, вы можете выйти там, рассказать стишок, стоя на табуретке, да, или там спеть, станцевать, сыграть на скрипке, вот, и преодолеть таким образом свой страх. И потом в реальной жизни у вас этого страха не будет. То есть вы в какой-то искусственной ситуации, да, играете некую роль, проживаете ее эмоционально, и этот страх исчезает. Вы овладеваете этим страхом. Поэтому карта Луна — это необходимость пройти этот путь осознанно и помогая себе в этом бессознательно, как бы, да, отталкиваясь от своих интуитивных ощущений. Вот такие дела. Луна, день недели, понедельник, Monday. Да, совершенно верно, тоже есть. Тоже есть такое дело. Медитация, наверное, больше отшельник. Медитации есть множество разных видов. Ну и опять же, у разных явлений есть разные смыслы, есть разные цели, разные причины, разные следствия, итоги. Поэтому по разным картам может идти медитация. Это может быть и по Луне. Это может быть... Где еще у нас может быть? По умеренности может быть медитация. Да? Это сосредоточение на каком-то действии. Да? Когда вы фокусируете свое внимание только на том, что вы делаете, на каком-то определенном процессе. Отшельник тоже может быть совершенно верно. Медитация какая-то, когда человек находится сам в одиночестве и поневоле он погружается в изучение себя, своих собственных мотивов. Медитация может идти, как ни странно, еще и по силе, когда вы пытаетесь успокоить свой разум, успокоить свое сознание. Вот такие дела, пироги. Медитация может идти, кстати, ну так уже кратенько, коротенько, совсем по повозке, когда вы пытаетесь управлять этой повозкой, своим телом физическим, да, с помощью того, что попытаетесь, медитируя, уловить желание своего организма, скажем так. В общем, медитация может быть разной. Понимаете? Разные цели, разные способы. Добрый вечер. Успела, похоже, под занавес. Ну, не то чтобы под занавес, сколько мы там уже... час с лишним уже. Ну, как бы окей. Сегодня Луна убывающая находится в Рыбе, 27-й лунный день. В Рыбах? Не в Рыбе, в Рыбах. Да. Сегодня такое сонное ощущение у меня. Вот, допустим, сонное ощущение. Я Рыбы, но у меня Луна в Деве. У меня в натальной карте Луна в Деве, поэтому я человек такой эмоционально реагирующий на какие-то неточности. Вот это меня прям выбешивает. Я перфекционист жуткий, причем неосознанный перфекционист. Меня царапинки всякие бесят. Меня там вот скол на экране смартфона может бесить, беспокоить, вызывать эмоции лишние, да. Хотя я сознанием понимаю, ну подумаешь, фигня какая, да. Вот, как-то так. Вхождение в фазу. Может быть. Пан Роман, вы вроде называли автора по осознанным сновидениям. Может, подскажете? Очень интересно почитать. Стивен Лаберш. Если я правильно помню, я вот как-то так не очень с фамилиями. Сейчас я вам напишу. По-моему, так. Загуглите, пожалуйста, и подтвердите мне, Лаберш или нет. По-моему, Стивен Лаберш, что интересно, я не помню, в калифорнийском, в аризонском
каком институте он занимался как раз осознанными сновидениями. То есть это не просто там какой-то дядька шизотерик, который там занимается осознанными сновидениями типа этого. Ну, это тип в очках, который книжки писал по вхождению тоже. Русскоязычный товарищ, хотя фамилия у него такая, Зеланд, да? Трансерфинг реальности. Вот Зеланд, он, по-моему, он не ученый вообще ни разу. А вот Стивен Лаберж, он как раз ученый. Сомнолог, да, или как это называется точно, сомнолог. Вот он занимался изучением осознанных сновидений на научном уровне. Вот. Выводы есть интересные, но в науке они мало применимы, потому что очень такая, ну, как вы понимаете, очень зыбкая тематика и как-то там... То есть что-то доказать они доказали, что человек может осознанно ощущать свои сновидения, но как бы что с этим делать, ну, разве что книжки писать, да, то есть особо это применение не получила, хотя, может быть, где-то там в секретных биолабораториях все-таки там как-то суперменов каких-то готовят. Не знаю. Вот, военные любят все в секретные лаборатории запихивать. Михаил Радуга по осознанным сновидениям. Не знаю, первый раз слышу. Я давно не занимался ОСами. Вот. Ну, ОС, да, осознанное сновидение. Я давно этим не занимался, поэтому кто там что в последние 10 лет писал, вообще не в курсе. Я читал еще Лабержа, а Лаберж давно писал, 70-е, 80-е, что-то такое. Я еще лет 20 назад я осознанными сновидениями занимался. А я наоборот, солнце в Деве, а луна в Рыбах. Тоже неплохо. Как это? Все работы хороши, выбирают на вкус, да? Все профессии важны, Все знаки зодиака, они несут какую-то свою тематику, да, и каждый знак зодиака нужен обязательно. Они все равны, как 12 рыцарей круглого стола из легенды о короле Артуре. Поэтому сказать, что какой-то знак круче другого, ну, по какой-то тематике может быть, да. Например, рыбы очень хороши как раз в интуитивном, а девы очень хороши в конкретике. Поэтому... Да, Стивен Лаберж, все верно. Книга называется «Фаза». Вхождение в фазу. Может быть, не знаю. Вот такие дела. Спасибо огромное. Да не за что. Тут инфа-то есть. Информации, понимаете, чем хорошо делиться информацией, так это тем, что когда вы делитесь информацией, у вас ее меньше не становится. Вот, а у другого человека становится больше. И он с вами тоже может чем-то поделиться, и так и это хорошо. 11 дом. Что у нас там еще по астрологическим соответствиям? Потому как я вот отталкивался сейчас не часто от астрологии, скорее отталкивался от значений карточных больше, да? Хотя, конечно, 11 дом там ощущается. Вот занятия с детьми, это влияние Урана. Уран это вечно молодой, вечно пьяный, да? Ну, вечно молодой это Уран, вечно пьяный уже как бы Нептун, да? Это уже рыбы, это переход из 11 дома в 12. Вот. Но вот по значениям астрологическим, допустим, бескорыстие, альтруизм, поэтому любого рода занятие благотворительностью, волонтерство, волонтериат какой-нибудь вполне может идти по Луне. Да, собаки нам служат бескорыстно, если мы берем символику собаки, да, то собаки служат нам бескорыстно просто потому, что они любят своего хозяина, людей вообще, в принципе, да, то есть это символика бескорыстной такой службы, работы, скажем так. Вот. Альтруизм, отношения с друзьями,
общественное объединение. Но, опять же, по Луне это что-то такое глобальное, может быть. Это какие-то глобальные действительно организации, которые занимаются изучением, сбором информации, допустим, каких-то с большого количества людей, да, то есть какие-то общие выводы делают. Это если подсознательное, то скорее какие-то не столько личностные, сколько общие мотивы, да, это тот самый Юнг, который собирал вот и информацию по коллективному бессознательному и прочему, прочему. Вот такие дела. Общественная какая-то работа, меценаты, клубы, ассоциации, занятия астрологией, вот, кстати. Наше представление об идеальном мироустройстве, наше будущее, как оно выглядит и как мы себе его представляем. Почему будущее? Ну, потому что в Луне вот та самая дорога, которая движет нас как раз вперед. Это тематика движения, движение вперед. Даже если страшно, то нужно просто двигаться. И вот такие дела. Мне почему-то кажется, что просто у каждого знака есть предрасположенность, а кем быть мы сами решаем. Ну да, все зависит от воли человека. Просто есть ситуации, в которые он погружен, потому как он родился в какой-то определенный момент времени, да, у него совпали планеты, у него есть какие-то свойства, какие-то качества, его каким-то образом воспитали, заложили в него все это. Одни считают, что человек сам влияет на свою судьбу, другие считают, что человек не влияет ни на что, и даже те мотивы, которые заставляют его там совершать какие-то поступки, да, какой-то выбор, все равно основаны на том, что в нем уже заложено. То есть вот тот самый пресловутый выбор, который мы не можем делать осознанно, потому что сознание это тоже как бы на сознание влияет подсознание, и все равно все это влияет вот не мы сами, а вот то, что в нас заложено. Да, то есть, выбирая себе, допустим, мужа или жену, мы отталкиваемся от нашего подсознательного ощущения того, что человек похож на нашего родителя. Там мужчины, как вы знаете, ищут себе супруг, похожих на матерей своих, да, а женщины ищут себе мужа, похожего на отца. Это не обязательно, но очень распространено и в чем-то есть, да, в чем-то не внешне, опять же, а вот по поведению, по характеру, по манерам, по интеллекту что-то вот такое есть. Поэтому, ну, сложно сказать. Предрасположенность-то есть, но как человек ей распорядится, в какой сфере, это, да. По предрасположенности легче идти. Да, совершенно верно. Если, вот, допустим, у вас сильный голос, да, то, конечно, вам учиться петь, да, будет легче гораздо, чем человеку, у которого голос так себе. Можно, конечно, сказать, что вот, смотрите, тот же самый, я не знаю, кто там, БГ, допустим, да, или кто там, Виктор Цой, да, или Высоцкий. У Высоцкого что, разве голос такой прекрасный, великолепный, оперный? Ничего подобного. Но, тем не менее, он певец, певец, да, артист, певец. БГ, у него тоже голос такой, как бы он не всем нравится. Некоторые его там называют каким-то блеющим голосом. Ну, действительно, есть такое. Тем не менее, он певец. Сложно? Ну, возможно, сложно. Есть предрасположенности, которые мешают, но когда ты их преодолеваешь, ты закаляешь себя, закаляешь свой характер, и таким образом у тебя это еще лучше получается, чем у других людей. Если ты постоянно преодолеваешь, то ты как бы тренируешься, ты накачиваешь себе мышцы, да? И в сравнении с другими людьми ты более как бы развитый, более накачанный. Допустим, вот у меня, я часто привожу пример, у меня сожженный Меркурий, да, то есть Меркурий, который в натальной карте находится очень близко с Солнцем. Это проблемы с речью, проблемы со взаимопониманием, проблемы с речью. Вот у меня большие проблемы с речью, у меня заикание высшей степени, но я думаю, что временами это заметно, временами это для меня заметно. Вот, но тем не менее я это как-то преодолеваю, я как-то с этим работаю, и видите, у меня вот сегодня там уже скоро, уже есть 10 тысяч или нет еще? 9999. Ай-яй-яй, ну вот еще один человек, и, ну, будет сегодня 10 тысяч, это уже 100%, я сомневался, думал, сегодня-завтра, но будет.
В общем, смотрите, предрасположенность это не приговор. По предрасположенности легче идти, если вам это помогает, но если против, то преодолеть можно. Вы прекрасный оратор. Ну, так себе. Оратор-то я не очень, но для человека с высшей степенью заикания можно сказать, что я прекрасный оратор. Оратор такое. Для более простых людей девы типа не маги, но однако в их доме бог Один, а это уже бог магии, соответственно, из дев могут тоже получаться очень выдающиеся маги. Я вам так скажу, бог Один, знаете, где бог Один? Бог Один у нас и во втором доме, как Всеотец, да, бог Всеотец. Бог Один у нас и в третьем доме, как мудрец, который дает знания другим, да. Бог Один у нас и, соответственно, в шестом доме в отшельнике, как странствующий бог Один. Бог Один у нас еще и повешенный, конечно же, как символика, ну, повешенный бог, бог повешенных, это тоже Один. В общем, Один у нас во многих домах находится, поэтому говорить, что бог Один идет только по шестому дому, ну, это только одна часть Одина. Вот. А магом, скажем так, может любой человек из любого знака зодиака стать, просто, ну, у кого-то какая предрасположенность. Девы, они больше по системам, да, больше по Земле. Земля это земная магия, то есть земная магия это атрибутика, это, ну как сказать, это традиционность скорее. Земля это ритуалистика. Это когда определенного рода ритуал проводится, человек может даже не понимать, что за ритуал он проводит, он может не понимать смысла своих действий, смысла знаков, которые он рисует. Вот это по деве может быть. Самое главное знать, как пользоваться, а понимать не надо. Вот. А вот для рыб, допустим, идет вообще интуитивная магия. Им не нужны какие-то специальные схемы, какие-то ритуалы, это вот так, это вот всяк. Рыба может просто прочувствовать и сделать так, как ей кажется. Но это не значит, что она сделает лучше, чем дева. Дева, отталкиваясь от ритуала, может провести как бы, ну, серьезный ритуал, да. Рыба интуитивно может сделать так, а может и не сделать. Тут все зависит от воли человека, от намерения, от того желания, с которым он действует. Ну, вот так вот. Среди всех есть крутые и никакие. Все в наших руках, как говорит Луна, не бойся, иди и делай. Ну да. Что, 10 тысяч есть? Есть там 10 тысяч, серьезно? Да ладно. О, да, 10 тысяч. Ура, ура. Поздравляю вас, дорогие подписчики. Нас 10 тысяч. Вот. Циферка еще может откатиться там, особенно если YouTube подпишет немножко. Но 10 тысяч есть. Я даже, наверное, сделаю скриншотик. Потому как это, ну, приятное событие для меня. Вот. Вот, сделал даже скриншотик. Хорошо, хорошо. Так, вышлю себе, чтобы не потерять. Даже как-то вот я сбился немножко. Сейчас я себе вышлю. Отлично. Ну что ж. В общем, Луна такая тема, да. Достаточно подсознательная, достаточно глубокая, эмоциональная. Там идет и тематика дороги, и тематика заботы о ком-то, которая плавненько перетекает уже в следующую карту, о которой мы будем говорить с вами на следующей лекции, на следующем эфире будет Солнце. Солнце более понятно, разумно, да. Луна, там ее легче ощутить. А вот Солнце, тут можно все объяснить, и вот эти, и подсолнухи, и ребятенка этого, и само это Солнце, вот этим мы займемся на следующей лекции.
Вот, ура, ура, поздравляю, да, я тоже всех поздравляю, это не только мое достижение, это ваше тоже, это наш общий канал, да, я, конечно, тут главный, вот, но, тем не менее, без вас не было бы этих 10 тысяч, как-то так вот даже, я думал, завтра будет 10 тысяч, но сегодня тоже хорошо. Тоже хорошо. Добренько, добренько. Вот сколько у нас, 1,5 часа, да, почти прошло. Хорошо. Ну что, Лунный рыцарь первый эпизод вот вышел сегодня. Там у главного героя, супергероя, множественное дробление личности, шизофрения. Луна ведь часто ассоциируется с помутнениями рассудочными всякими. Но я же сказал, да, если вы хотите сделать это смыслом своей жизни, можно заняться психикой, психологией. Да, и эта психика, это вот то животное, что в нас заложено, то, что хочется, не хочется, а оно включается, работает. Вот, так что да, тут верно, вы все верно понимаете. Лунный рыцарь надо загуглить, глянуть. Потому как временами хочется тоже какое-нибудь кино глянуть, а времени маловато. Так что посмотрим, что там как. Может, интересный сериал. Что-то давно не было интересных сериалов. Хорошо. Ну что, рад был всех видеть. Еще раз всех поздравляю с 10 тысячами. Ура, ура. Вот, да, вот циферка есть. Увидимся с вами в четверг. Будет Монара, да. Потихонечку я продумываю, что давать еще подписчикам. Количество подписчиков сильно уменьшилось из-за этих санкций. Но я надеюсь, сегодня там что-то сдвинется с мертвой точки, да. Вроде как, может быть, договорятся как-то стороны. Может, что-то снимут с России часть вот этих вот санкций и прочего-прочего. Вот, ну ладно, это такое. Но, в общем, какие-то планы есть, двигаться надо, тем более, что у нас осталось буквально пару лекций, мы тематику смысла жизни по старшим арканам закончим, и нужно будет начинать что-то новое, что-то интересное, поэтому в комментариях предлагайте какие-то новые варианты, что-то интересное, может быть, есть какие-то темы для вас животрепещущие, а я уже подумаю, что там можно будет вашему вниманию представить. Добренько, рад был всех видеть. Всем пока-пока, увидимся в четверг с подписчиками, ну и в воскресенье обязательно на откровенном канале очередном. Всем пока.